Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем тему писем немецких солдат с Восточного фронта. Я считаю, что это полезная информация, которую нужно знать каждому. А для этого обязательно оценивайте видео, оставляйте свое мнение в комментариях, чтобы как можно больше людей ознакомилось с данным материалом. Ну а мы начинаем. Письмо ефрейтора Швайцера, 23 мая 42 года. Недели две назад, когда мы прочесывали село, я на окраине внутри грубы обломков, которые некогда были домом, обнаружил над очагом два чугуна, из которых шел восхитительный запах жареного мяса. Могу сказать, что с такой жадностью я еще никогда не кушал. Однако это отошло в область преданий. Сейчас я опять голоден, а есть нечего. Ефрейтор Феликс Кандельс пишет другу: «Пошарив по сундукам и организовав хороший ужин, мы стали веселиться. Девочка попалась злая, но мы ее тоже организовали. Не беда, что всем отделением. Не беспокойся, я помню совет лейтенанта, и девочка мертва, как могила». Солдат Ксимон из СС писал своей жене в Мюнхен 3 декабря 1941 года. В настоящее время мы находимся в 30 километрах от Москвы. Когда выходишь из дома, можно видеть издали некоторые башни Москвы. Скоро кольцо сомкнется, тогда мы займем роскошные зимние квартиры, и я пришлю тебе какие-нибудь московские подарки, что тетка Мина лопнет от зависти. Письмо, найденное у лейтенанта Гафна от 29 ноября 41 года. Куда было проще в Париже? Помнишь ли ты эти медовые дни? Русские оказались чертовками, приходится связывать. Сперва эта возня мне нравилась, но теперь, когда я весь исцарапан и искусан, я поступаю проще. Пистолет у виска, это охлаждает пыл. Между нами здесь произошла неслыханная в других местах история. Русская девчонка взорвала себя и обер-лейтенанта Гросса. Мы теперь раздеваем, обыск, а потом... После чего они бесследно исчезают в лагере. Унтер-офицер Ланге пишет: «Во Львове было настоящее побоище, точно так же, как в Тернополе. Из евреев никого не осталось. Ты можешь себе представить, что мы не имели никакого сожаления к ним. То, что еще произошло, не могу тебе сообщить». Письмо ефрейтора Менге своей жене. «Если ты думаешь, что я еще нахожусь во Франции, то ты ошибаешься. Я уже на Восточном фронте. Мы питаемся картошкой и другими продуктами, которые отнимаем у русских жителей. Что касается кур, то их уже нет. Мы сделали открытие. Русские закапывают свое имущество в снег. Недавно мы нашли в снегу бочку с соленой свининой и салом. Кроме того, мы нашли мед, теплые вещи и материал на костюм. День и ночь мы ищем такие находки. Здесь все наши враги, каждый русский, независимо от возраста и пола, будь ему 10, 20 или 80 лет. Когда их всех уничтожат, будет лучше и спокойнее. Русское население заслуживает этого. Их всех надо истребить, всех до единого». Ефрейтор Цимах пишет своей возлюбленной: «Я нажрался как никогда, съел целую свиную голову, но не смог уже доесть свиного уха. Я бросил его белорусскому мужику. Но наша ротная овчарка Нептун перехватила добычу. Это было уморительное зрелище». Дневник обер-лейтенанта Краузе, убитого на Украине. Краузе прошел огнем и мечом Польшу, Францию, Югославию, Грецию и, наконец, явился на Украину. И во всех этих странах записи в походном дневнике похожи одна на другую. Это счет насилия, грабежей и хулиганства. Скоро я стану интернациональным любовником. Я обольщал крестьянок-француженок, полячек, голландок. Дальше обер-лейтенант излагает такие детали своих подвигов, которые не поддаются никакой передаче. Сегодня, наконец, мне удалось отвести душу. Девочка лет 15 была крайне пуглива. Она кусала мне руки. Бедняжка, пришлось ее связать. Мне сказал лейтенант: «За эти подвиги тебе следует дать железный крест». Танкист Карл Фукс пишет: «Тут не увидишь маломальски привлекательного умного лица. Сплошная дичь, забитость, не дать не взять, дебилы». И вот эта мразь под предводительством евреев и уголовников намеревалась подмять под себя всю Европу и остальной мир. Слава Богу, мы не допустили этого. Из письма старшего фельдфебеля Пауля Бранта.
В России жесткие бои. Того, что русские будут так упорно защищаться, вначале никто не предвидел. Фандер из Бехтейн пишет 6 июля 1942 года. Ты уже был в бою? Только не ходи никуда добровольцем. Я этим испортил себе жизнь. Пишу я тебе с трудом, так как у меня на правой руке нет пальцев. Ефрейтор Ганс Блюмингов пишет 4 мая 1942 года. Во время всей кампании нам было так скверно, как во время русского наступления. Когда мы продвигались, нам удавалось организовывать неплохое питание. Однажды, во время пятидневного отдыха, я с приятелем сожрал 45 кур. Так было раньше, зато теперь мы должны изрядно голодать. Солдат Ганс Цей, Эмили Цей, 10 мая 42 года. Это письмо я пишу тебе из окопа. Снаряды и пули свистят мимо ушей. Позади 3 тяжелых боя. Вилли Бир уже погиб. Мы надеемся, что война в России когда-нибудь закончится. Если же не так, то мы покажем русским, что такое немецкая метла. Там, где проходит немецкий солдат, даже трава уже больше не растет. Солдат Отто Зейберт Элоизу Зейберту 8 мая 1942 года. Наша часть находится в районе Днепра. Днепр разлился и похож на море, у которого едва виден противоположный берег. Поля, большей частью, остаются необработанными. Здесь также не хватает рабочей силы. Впечатление от этой чужой страны безрадостное. Эмиль Перест пишет своей жене. «Я все еще на фронте, в боевых условиях. Над нами снаряды, то русские, то немецкие. О смене не приходится думать. Если бы ты смогла что-нибудь достать у крестьян из съестного, сало, масло, то пришли мне несколько посылок по 100 грамм. Больше единовременно посылки не принимаются». Письмо ефрейтора 489-го полка 269-й немецкой пехотной дивизии, убитого на Ленинградском фронте 11 января 1942 года. Ты не можешь себе представить, что нам пришлось пережить за последние 6 недель. Об этом даже писать нельзя. Ты просто скажешь, что я лгу. Все время обитали в лесах, не имея крыши над головой, а русские постоянно сидели у нас на шее. К тому же этот отчаянный холод. Ежедневно столько-то и столько-то полузамерзших покидают нас. У меня тоже обмороженная рука и ноги, и я ожидаю лишь того дня, когда со мной будет также покончено. Нас, радистов, осталось только 2, а все остальные находятся в госпитале. Этой жизни не может выдержать ни один человек. Уже 6 недель мы не получали ни чистого белья, ни порядочной еды. В дни Рождества мы были в окружении у русских, и лишь при помощи танков удалось удрать. Однако эти жалобы не имеют смысла, долго мы теперь все равно не сможем выдержать. В кино показывают все не то, действительность выглядит гораздо трагичнее. Но все это было бы не так страшно, если бы лишь знать, что когда-нибудь будет конец. Но кто знает, сколько еще времени будет длиться эта война в кустарнике. Во всяком случае, русские никогда не капитулируют. На наши обозы постоянно нападают партизаны. Тело дьявольски чешется. Немецкого солдата без шеи теперь в России определенно нет. Артиллерист противотанкового орудия Иоганн Данцер, Брест, 22 июня 1941 года. В самый первый день, едва только мы пошли в атаку, как один из наших застрелился из своего же оружия. Зажав винтовку между колен, он вставил ствол в рот и надавил на спуск. Так для него окончилась война и все связанные с ней ужасы. Дневник солдата группы армий «Центр», 20 августа 1941 года. Потери жуткие, не сравнить с теми, что были во Франции. Сегодня дорога наша, завтра ее забирают русские, потом снова мы и так далее. Никого еще не видел злее этих русских. Настоящие цепные псы. Никогда не знаешь, что от них ожидать. Больше всего меня удивило письмо Вальтера своему брату или отцу. Письмо состояло из одной строчки: «Я еще живу». Что это? Окопный юмор или полное отчаяние? Об этом мы уже никогда не узнаем. На этом сегодня все. Как видно из писем, они были смелые только с мирным населением. А когда они встречали достойное сопротивление, то сразу начинали скулить. Особенно это проглядывается, когда вместо уничтоженной в боях кадровой армии вермахта стали воевать их новобранцы.
Не забывайте оценить видео и высказывать свое мнение по данному вопросу. Также смело бьем головой Вальтера по колоколу, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Всем пока, до новых встреч!